Всем привет! В общем, пришел в негодность мой вентилятор печки Hyundai Starex. Походу накрылись щетки и коллектор нужно менять. Сейчас буду разбирать, делать. Для того, чтобы достать сам моторчик, необходимо разъединить верх с низом. Довольно для меня оказалась очень тяжелая задача. В общем, выпилил пластины, вставил, как-то разъединил и достал. Сейчас покажу как. Я уже отсоединил и просто вот так вот вверх она вынимается. Ничего не теряем. И моторчик достается уже, ему ничего не мешает. Легко достается. Резиночки все в сторонку. Не теряем, не рвем. Для того, чтобы достать внутренность, нужно открутить две гайки и все. Итак, гайки открутил. Все легко выходит. Тут главное внимание. Когда вы будете доставать эту внутренность, главное, чтобы сверху он вышел аккуратно. Не особо давить. Если шток толще, там накипь или еще что-то, лучше его шлифануть там легкой шкуркой, тысячной, двухтысячной, чтобы он аккуратно вышел. Ну все, наконец добрался я до внутренности. Ну, как и предполагал, что весь коллектор сожрало щетками. То есть коллектор однозначно под замену. Щетки посмотрю. Кстати, размеры, кому может надо будет внутренности 8 мм, внешне 23 мм, высота коллектора 20 мм. Вот такие вот щетки. Щетки размер 6,5 мм на 8,5 мм. Но щетки, может быть, оставлю. Посмотрим. Для замены коллектора нам нужно его достать. Для того, чтобы его достать, вначале нам необходимо откусить ламели, выломать их, аккуратно снять проводки. Только после этого мы можем доставать сам коллектор со штока. Должно получиться примерно вот так. Теперь аккуратно нам нужно освободить провода, но смотрите, не перемешивайте их, потом не соберете. И после этого можно будет уже снимать коллектор. Вот должно получиться вот так. Обязательно замеряем расстояние от края штока до начала коллектора. У меня это 19 мм. Теперь съемником для подшипников снимаем коллектор со штока. Очень, кстати, легко и хорошо выходит. И благо есть за что зацепиться за выработку. Очень удобно. Теперь можем сравнить новый и старый. Для того, чтобы установить коллектор на шток, нам нужно вначале выгнуть ламели в обратную сторону. И постепенно, забивая коллектор на шток, мы будем надевать на него провода. И постепенно будем подбивать. Подбивать у меня получилось очень удобно с помощью старого коллектора. Вот так это должно выглядеть.
Сейчас будем постепенно надевать провода и аккуратно будем подбивать коллектор на посадочное место. Смотрите, не перебейте больше, чем надо. Работа требует внимания и лучше не торопиться. После того, как все проводки на месте, аккуратно начинаем загибать ламели. Обмотал специально малярным скотчем, чтобы не повредить обмотку. Вот так у вас должно тоже получиться. Все очень плотно, хорошо прижато. Вначале думал припаять, но все-таки мне не понравилось. И в оригинале завода тоже нету припоя, так что так и оставил. Во время того, как устанавливал, забивал его, немножко повредил сам коллектор. Взял щеточку, там, тысячная, наверное. Вот, чуть-чуть его шлифанул, чтобы щетки сильно не терли его. Ну все, собираем теперь его дальше. Ничего не забываем. Надеваем скобу. И потом надеваем сверху подшипник. И совсем слегка смазав шток маслом. Теперь осталось установить внутренность на место. Зафиксировать верхнюю крышечку гайками. И на испытание. Подключил я его. Сейчас посмотрим. Ну, я уже проверил, что он все работает. Даже слышно, да? Все скорости. Размеры на коллектор, а также ссылку, где его можно купить, я оставлю в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр, всего вам доброго, пока.